Доброго времени суток, дорогой зритель. Рад приветствовать тебя здесь и сейчас, ведь в последнее время YouTube опять сажал статистику, а ролики вновь стали собирать среднее для меня количество просмотров, к которому я, в общем-то, привык. Что же, сегодня я отступлю от обычной для меня структуры ролика, ведь сказ я буду держать не обо чем, а об одном из трудов Миядзаки. И нет, я не про аниме конца 80-х и начала 90-х, а про игру, что гордо несет знамя самой красивой боевки из тех, что я видел. А именно Sekiro. И я не просто так сказал про боевку, ведь в играх от Фрома все привыкли видеть сложную, но понятную продуманную боевку, что радует глаз в серии душ, а в Sekiro еще и замечательный визуал, который не отпускает до самого конца. Правда, вот для этого надо научиться играть. Дело в том, что в соусах боевка значительно проще и не такая ускоренная, как в Sekiro. Если их сравнивать, то, пожалуй, Sekiro это супер быстрый спорткар, требующий точности в движениях, а соусы это скорее комфортный ленд-крузер, на котором важно осторожно и вдумчиво ездить. Знаю, сравнивать что угодно на примере машин это такое себе, но думаю, посыл был понятен. И вот эту самую точность движений придется оттачивать первую треть игры, ибо на моей памяти Sekiro первая крупная игра, требующая настолько быстрых и отточенных движений и внимательности. Да, если ты хороший игрок в Sekiro, то на твоем экране творится феерия, парирование, атаки, приемы и прочее. И все это настолько органично и прекрасно, что дух захватывает. А если ты играешь сам, то концентрация в такие моменты просто на пределе. Но если ты такой же, как я в начале игры, то это унылая и крайне осторожная игра, которая заставляет зевнуть даже насекомое. И вот когда ты смотришь на Sekiro со стороны медленной и осторожной боевки, ты понимаешь, что она просто на нее не рассчитана. В то время как в соусах ты можешь танцевать с врагом и ожидать следующего его выпада, в Sekiro так не выйдет, хотя бы потому, что ослабление прессинга противника тут же приводит к пустой полоске концентрации и новому комбо, которое эту полоску будет заполнять. Буквально каждую секунду боя в Sekiro ты обязан поддерживать инициативу, ведь сделав всего один небольшой ожидающий шаг, как твой противник сразу же им воспользуется. И в этом заключается боль Sekiro. Для фанатов соусов это больно, потому что старые добрые уклонения перестали работать как раньше. А для тех, кто в подобные игры особо и никогда не играл, это боль, потому что другие игры в подобном жанре учат тебя выжидать и ловить противника на ошибках, либо просто долбить противника, пока он не умрет. Но Sekiro... Эта игра учит тебя фехтовать. Буквально. Задумайся, в фехтовании зачастую используется тактика «подожди удар, парируй и нападай», чтобы не дать спуску противника, но следи за тем, когда противник нанесет свой удар, чтобы во время него среагировать. Это азы, и их должен знать любой спортсмен, который хочет влиться в фехтование. Что мы видим в Sekiro? Вовремя прожатое парирование, постоянный прессинг врага, комплексы действий против приемов противника. Да это же фехтование. Оно удобное, зрелищное и красивое, а самое главное, органичное. Когда ты играешь в Sekiro, во время боя ты чувствуешь не только свои действия, но и врага. Ты заучиваешь его атаки, запоминаешь, когда он начнет свою атаку и подготавливаешь действия на его спецприемы. Но у этой игры в этом плане есть один большой минус. Она не умеет учить. И я поясню. Давайте сравним Sekiro с другой игрой, в которой хорошо введено фехтование – Kingdom Come Deliverance. Игра, в которой дуэльная боевка почти как в Sekiro, комплексы действий на чужие приемы и почти бесполезные уклонения, прямо как в Sekiro, и противники, которых очень долго и упорно надо бить, как в Sekiro. Хотя, наверное, точнее будет сказать, что в Sekiro как в Кесиде, потому что игра вышла намного позже. Правда, жанры у них совершенно разные, ну да не суть. Только вот в Кесиде все механики даются очень равномерно и долго. Например, репосты, которые очевидно тащат игру, даются только в середине игры. А до того каждый враг это испытание косипоши, ведь как жопорукий крестьянин драться он не умеет. И обучение важным механикам буквально вдалбливает в голову игрока, которого все NPC ласково называют Индерших. Его насильно учат уклоняться, вколачивают в голову искусство блоков и ответных атак и как наносить заветные удары и экономить стамину. Эта игра грамотно и на протяжении всей игры учит нас фехтовать и побеждать. А теперь смотрим на Sekiro. Нам выскакивает подсказка о том, что мы можем парировать и бить. Нам говорят, что у нас есть шкала концентрации, что ее надо заполнить, чтобы нанести смертельный удар. И все. Дальше учись как хочешь, а обучающего остальным тонкостям NPC поставили настолько неприметно, что многие игроки могут просто пройти мимо него. Или вовсе пожалеть его и отказаться тренировать на нем боевые навыки, считая, что их всему научит игра.
Но, как оказывается, на первом же попавшемся боссе игре вообще наплевать, как ты научишься играть и кто будет учить тебя противостоять противнику. Если ты не прочитаешь итоги опыта прочих игроков, ты никогда не поймешь, как грамотно убивать боссов. Потому что Секира не дает тебе выбора, ты обязан стоять и в защите, и в атаке одновременно. Нельзя просто закрыться в блоках и вечно парировать удары, это вам продемонстрирует первый же приличный босс, Гёбу. Если его не атаковать и сидеть вечно в защите, рано или поздно он вас все-таки запинает. Потому как в чистой обороне его концентрация будет заполняться просто в вечность. В то же время, если его параллельно атаковать, обе фазы боя проходят за несколько минут. Главное заучить тайминги и приемы. И когда вы это поймете и научитесь играть, так как от вас этого требует игра, она даст вам поддых и скажет, что вы идиот, если ее послушали. Потому что следующим боссом на пути станет огненный бык. Этому парню, как и всем остальным звероподобным боссам, наплевать на все, чему ты научишься. Рейндж его атаки дает просраться всему мусету прочих противников, а парирование на него работает через жопу. Потому что даже сквозь парирование и блоки проходит накопление огня, которое в итоге несет вам огромный урон. А уклонения просто не работают как задумано. И как вы думаете, как его убивать? Правильно, вам нужен предмет, который продают лавочники в жопе мира, и без него победа над быком это нечто на грани невозможного, потому что огонь, как великана в колодках, его не страшит. Тут, к слову, есть о чем порассуждать, ибо звероподобные боссы ломают боевку в прямом смысле слова. Пока ты сражаешься с людьми, у которых есть меч, игла, кунай, или топор хотя бы, все плюс-минус понятно. Ты видишь всяческие нативные признаки атак, замахи и прочее, а вот сражаясь, например, с обезьяной, ты просто сосешь, ибо ее мувсет это исчадие не то что ада, это полнейший высер чего-то элден-ринговского. Правда, в том же Elden Ring или Dark Souls можно безбожно спамить перекатами и доджить эти атаки, а вот в Sekiro, в игре, в которой на минуточку надо в основном парировать, нежели уклоняться, просто спамить может и выйдет, вот только твоя концентрация летит за 2-3 секунды. Да и в тайминг блокировать такие атаки не очень-то и легко. Я больше скажу, это пиздец как сложно. И тут мы переходим к протезу, еще одному нюансу боевки Sekiro. Всю боевку почти сломал протез. Правда, разработчики сумели соблюсти тонкую грань баланса, но еще бы чуть-чуть, и протез стал бы абсолютно имбой, ибо стиль протеза и сами предметы в нем — это сущий кошмар любого босса. Безлимитные станлоки, дистанционное оружие, сабимару — все это делает эту вещь крайне балансной. Последнее так вообще полноценная замена основного оружия с его-то скоростью атаки. Если бы не эмблемы духа, то, пожалуй, что вся игра бы проходилась протезом, но благо в длительном босс-файте просто невозможно пополнить эмблемы духа, и поэтому протез крайне ограничен в использовании. Это я еще не говорил про боевые искусства, которые их также тратят, хотя и не все. Вот, к слову, боевые искусства я не очень хочу затрагивать. Это просто спецприемы, которые ускоряют или замедляют боевку. В них нет ничего сверхъестественного, они не придают легкости и не увеличивают сложность. Просто под каждого босса стоит подобрать свой прием или найти полюбившийся и использовать его на всех. Чего не сказать о ниндзюцу. Эта штука сильно облегчает стелс, вплоть до того, что можно одним убийством заиметь себе клинок, который любой атакой бьет на такой радиус с такой силой, что целые толпы противников выкашиваются за минуты. Но хорошо это или плохо, в босс-файте его не особо применишь, ведь на боссе ниндзюцу применить невозможно, а неписи на поле боя обычно не бывает. Исключением являются, наверное, только бои с пьяницами и некоторые бои с мини-боссами, окруженными бомжами, дабы уравнять шансы. Тут, к слову, хотелось бы еще поговорить о философии сражений в Sekiro. Как я уже сказал, в некоторых моментах боевка ломает сама себя, давая нам противников, которых убивать просто морально больно, но в то же время хороших противников хватает, и я хотел бы их слегка выделить. Гёбу Онива. Это первый полноценный босс игры, и на нем игра учит нас поддерживать инициативу. Он довольно медлительный, его атаки легко парируются, но если не атаковать его и ждать, пока спадет шкала концентрации, то убивать его можно целую вечность. Более того, в первые разы, когда я еще не умел с ним сражаться, я сидел буквально час, пытаясь хоть что-то ему сделать. Госпожа Бабочка. Это босс из поместья Хирата, грубо говоря, босс из воспоминаний Волка. На ней я в основном заметил различия между противниками-самураями или простыми бандитами и синоби. В бою с ней прям замечательно прочувствовал нечестный стиль боя и не совсем справедливые условия этого боя. И хотя апогеем всего этого является все-таки Филин, который фактически второй Секиро, только более умелый, но Бабочка мне запомнилась больше. А так как я прошел игру на концовку Суры, то с Филином я в общем-то и не дрался. Эмма. Небольшой спойлер, но в одной из концовок мы сразимся и с ней. Она, в общем-то, несложная, но готовит нас к схватке с одним из самых сложных боссов игры – Сином Асиной. К слову, в схватке с ней мы видим, насколько мы уже превзошли таких противников, как она. Сражение с ней настолько простое, насколько это вообще возможно.
Иссин Асина. Дед Иссин, великий нечижитель Гоши Гузна и последний босс концовки Сура. Он сложный, не стану скрывать, и проходил я впервые на эту концовку по той причине, что хотел одну из его атак, которая к тому же выглядит супер стилево. Первая фаза может и не вызывает проблем, но во второй он начинает так сильно агрессивничать, что сражение с ним буквально превращается в адский танец, в котором надо учитывать вообще все. Окружение, каждое подергивание его руки, ноги и левого мизинчика. Иссин Асина — это буквально апогей всех противников-мечников и финальный противник, которого мы обязаны пройти в самом конце. Генетира Асина. На самом деле я четко слукавил. Гёбу не самый первый босс игры. Первым по праву считается Генетира, и именно с него начинается сюжет игры. И вот на нем можно четче всего показать философию, с которой Секира относится к сражениям. В самом начале игры мы почти ничего не умеем. Сражаемся исходя из простых пари рубей, и более сложные комбинации Генетира вызывают удивление, ибо такого ты еще не видел. Перед ним нет сложных противников, а обучение нам дали самое базовое. И в первом с ним сражении мы по задумке разработчиков должны проиграть, и скорее всего новый игрок проиграет еще на первой фазе, умелый проиграет на второй из-за отсутствия дополнительных средств, а профессионал победит его. Но сюжетные рельсы, правда, все равно сыграет, и мы так или иначе падем. Но Генетира остается моим любимейшим боссом по той причине, что игра дает нам реванш. Когда мы уже подкачались, у нас открылись какие-никакие умения, мы научились играть и пришли к боссу, дабы показать все наши умения. Бой с Генетира я по праву считаю одним из самых красивых и приятных. Он не зубодробительно сложный, как Иссин, не настолько нечестный, как Госпожа Бабочка, но четкая середина. Бой с Генетира в первой трети игры — это ваш экзамен. Он показывает, насколько хорошо вы освоили данные вам инструменты, как вы научились обращаться с мечом, протезом и расходниками, насколько хорошо вы отточили свой боевой стиль и прочее. И за это я люблю этот бой. И на этом про боевку все. Целых 5 страниц текста были посвящены только ей, ведь это костяк игры, и из-за нее в игру в основном и играю. Зрелищная, красивая и сложная боевка, и хотя она радует глаз, пока учишься ее использовать, тебе очень больно, ведь смертей во время этого процесса не оберешься. Ну, теперь стоит поговорить об остальных аспектах. И графику я опять не затрону, она неплохая и не самая лучшая в истории видеоигр. Она обычная, хотя и слегка мальновата на высоких, и слишком сильно сыпется на низких настройках. Больше сказать мне нечего. Что же по сюжету? Вот тут интересно и скучно одновременно. Сюжет есть, и с этого мы начнем. Сюжет создавался фромами, и этим я очень хотел бы закончить. Видите ли, у From Software есть странная привычка. Даже там, где нет запредельного количества безумцев и болезней, что сводило бы всех с ума, они умудряются сделать подачу сюжета настолько непонятной, что к концу игры ты замечательно помнишь всех боссов и как ты их убивал, что для этого делал, но совершенно не помнишь зачем и почему, потому как просто забыл, что вело к смерти персонажа. Я объясню. Смотрите. У нас есть Секира, главный персонаж игры. Он синоби, и у него, как у любого синоби, есть господин, маленький мальчик Кура. И так вышло, что Кура бессмертен из-за того, что он божественный наследник. Также есть семья Асина, которая хочет сделать себе бессмертную армию, которая сможет защитить земли клана от захватчиков и врагов. Пока вроде все понятно. Затем, чтобы создать такую армию, нужен Кура, потому что он бессмертный и может сделать кого-то бессмертным с помощью клятвы. Такую клятву принес Секира и стал бессмертным. Понятно. А теперь понеслась. Сначала мы убиваем Гёбу, потому что он держит ворота. Хорошо, он нам мешал. Затем мы делаемся с Генетира, главой клана Асина, потому что он пленил нашего господина. Но в этот же момент господин Кура, который в начале игры хотел свалить земель Асина, теперь не хочет уходить, а хочет просто избавить мир от бессмертия ценой собственной жизни. Почему? Не ясно, ведь если бы они Секира просто свалили и все, то получилось бы все просто замечательно. Продолжим. В поисках способа это сделать мы встречаемся с Иссином Асиной, который не хочет делать клан Асина бессмертным. Так, стоп, а почему не переубедил в этом Генетира или не взял бразды правления кланом обратно на себя? Странно, но ладно, в игре говорится о том, что он пытался как-то донести это до Генетира, но ему это не удалось. Но хорошо, все-таки непонятно, почему он просто не сказал людям, что он вновь берет бразды правления кланом на себя и не отменил все, что там приказал Генетира.
Он хотел, чтобы мы помогли Кура. Об этом нас спросит его врач Эмма, которая встретила нас почти в начале игры. Но при этом не приказал Гёбу нас пропустить, чем обрек его на смерть. И его воины по всему замку и Синоби, которые сидят под его дверью, все еще являются нашими противниками. Хотя сам Исин вообще не имеет ничего против того, чтобы мы тут гуляли. Он даже угощает нас саке. Но ладно, этому я нашел объяснение. Почти все противники в замке подчиняются не Исину, которого сместил Генитира, а, собственно, самому Генитира. К примеру, тот же Гёбу просит прощения у Генитира в конце боя, когда Секира его убивает. Возможно, Генитира приказал не впускать никого, и когда дозорные заметили Секира, идущего к воротам, они окликнули Гёбу, и он вышел на бой с нами. Правда, при этом не объясняется зачем, ибо ворота были заперты, и мы бы просто не прошли. Но, возможно, у него взыграла самурайская честь. Также Генитира, который хотел стать бессмертным, уже по-своему бессмертен с помощью каких-то там вод. Тогда зачем бессмертие, как у Секира, если ты так бессмертен? Уже пахнет бредом, хотя, как объяснилось, вечные воды, или как их там, дают бессмертие ограниченное, такое, что забирает человечность. Позже мы находим божественное дитя тех самых вод, которое тоже бессмертно, но бессмертно по-фальшивому. Только вот какая разница, если оно все равно бессмертно и по факту ничем не отличается от Кура, кроме фальшивости своего бессмертия. Какая-то глупость, но это нам тоже пытаются объяснить, мол, это дитя не так могущественно, как Кура, и не обладает всеми его способностями. И вот такими странностями наполнен вообще весь сюжет. Я не буду вникать вообще во все повороты, но поверьте на слово, непоняток вполне хватает. Вот так строится местный сюжет, в нем есть какая-никакая логика, но во время игры в это вообще не хочется вникать, если намеренно не собираешь весь этот комок информации для условного ролика или поста на плейграунде. Оценивать такой сюжет сложно, непродуманным его назвать нельзя, непонятным да, но явно не сделанным на коленке. Поэтому я могу лишь сказать, что большей части поворотов я лично не понял. Да, я не скажу, что игра тупая не объяснила мне всего. Это не так, если вслушиваться в диалоги и читать все записки, то понять его можно, но мне было лень. В этом, в общем-то, и все. Ну, а на этом я, пожалуй, и закончу. Как я уже сказал, Секира очень классная геймплейная игра, хотя и сложная. В ней есть свои плохие и хорошие решения, есть какая-никакая логика. И хотя я не получил каких-то великих эмоций, под конец боя с дедом Исином я чувствовал себя как никогда хорошо. А на этом у меня все. Всем спасибо и пока.